Сегодня к борщу я решила приготовить чесночные булочки и делюсь с вами рецептом. Эти булочки получаются мягкие внутри и слегка хрустящие снаружи. Готовить будем на воде, ничего сложного, из самых базовых ингредиентов. Эти чесночные булочки по текстуре напоминают хлеб, они не крошатся и не разваливаются. Все ингредиенты, как всегда, в описании под видео и сейчас вы видите на экране, и давайте готовить. И для начала подготовим опару. Для этого в небольшую чашку я уже влила 55 мл теплой воды комнатной температуры. Сюда же я всыпаю дрожжи. У меня 5 грамм, но я знаю, что пакетики бывают разные, поэтому 5, 6 грамм, 7 грамм. Небольшие отхождения по дрожжам здесь не так критичны. Сюда же я добавила половинку столовой ложки меда и все это хорошо перемешиваем до полного растворения дрожжей. Как только дрожжи растворили, всыпаем муку. Здесь у меня 50 грамм. Обычная белая мука. Все это снова хорошенечко перемешиваем. В этой массе не должно быть комочков, она должна быть такая тягучая, мягкая, вот такая, слегка тянется. Все, убираем венчик в сторону, накрываем эту чашечку крышкой или полотенцем и оставляем в теплом месте для подъема примерно на 30 минут. Через 30 минут опара выглядит вот таким образом. Она хорошо поднялась и запузырилась. Если опару в этот момент пошевелить вилкой, то внутри видны целые сети из пузырей. Вот так она должна выглядеть, а опара готова. Теперь приготовим тесто. Для этого я взяла чашечку побольше. Сюда я влила 120 мл теплой воды комнатной температуры в районе 25 градусов по Цельсию или 77 по Фаренгейту. И в воду я добавила 2 чайные ложки сахара без горки и 1 чайную ложку соли, также без горки. Теперь сюда же отправляем всю нашу опару. Хорошенечко перемешиваем опару с водой и до полного растворения сахара и соли. Чем лучше мы на этом этапе перемешиваем, тем лучше дрожжи распределяются по тесту, а это обеспечивает равномерный подъем. Сюда же теперь мы добавляем муку. Муки здесь уходит 230 грамм, обычная белая мука. Как вы все знаете, я уже часто говорю в своих видео, что я использую муку общего назначения как для хлеба на закваске, так и для этого рецепта. Все ингредиенты я смешала лопаткой, буквально немного, но потом становится тяжело перемешивать, поэтому я лопатку отложила в сторону и забралась рукой. Перемешиваем тесто до полного увлажнения всей муки. Тесто липковатое, влажное, оно собирается в комочек, и вот так оно выглядит. В данный момент у теста нет текстуры и выглядит оно немного рваным. Выкладываем его на стол, и на этом этапе его нужно обязательно повымешивать 5, 6, 7 минут до тех пор, пока тесто не станет эластичным и гладким. Это тесто я вымешиваю без добавления муки. Как вы видите, на столе нет больше муки для того, чтобы не забивать лишний раз тесто мукой. И проще всего тесто вымешивать следующим образом. Вы на тесто давите как бы основанием ладони и пальцами подкатываете его обратно. Ладошкой давим, пальцами подкатываем. Таким образом рука не устает и гораздо проще катать тесто. Все, когда тесто собралось и развило в себе клейковину, оно становится более гладким, округляем его вот таким вот образом и оставляем его сейчас на отдых. Чистую чашку смазываем немного растительным маслом со всех сторон и перекладываем тесто в чашку. Накрываем крышкой или полотенцем, и тесто у нас будет отдыхать до подъема в 2 раза. При температуре 25-26 градусов по Цельсию или 77-79 по Фаренгейту. И у меня это занимает примерно 2 часа. Дома у меня прохладно, поэтому тесто на расстойку я всегда убираю в слегка подогретую духовку. Тесто у меня постояло, у меня уже прошло 2 часа, и вот таким образом оно выглядит. Оно очень воздушное и очень хорошо поднимается. И также оно легко отделяется от стенок чашки. На данном этапе тесто нужно будет разделить на индивидуальные булочки. Делать мы будем всего 6 булочек достаточно хорошего размера, они примерно будут размером с ладошку. И для того, чтобы булочки получились примерно одинакового размера, самый простой способ на глаз – это сначала округлить тесто, сделать из него такой шарик, и затем тесто поделить пополам, и затем уже каждую половинку разделить еще на 3 части. И примерно они всегда будут одинакового размера, если вы хорошо округлите перед этим тесто. Я же решила булочки еще взвесить, и получилось каждая примерно по 79-80 грамм. Ну а теперь сделаем предформовку. Для этого каждый кусочек теста нужно расплющить немного своей ладошкой, для того, чтобы убрать все лишние газы, и затем все концы подобрать к середине, подщипать концы и округлить каждую заготовку. Предформовка теста нужна для того, чтобы изделия конечные получались более аккуратные и красивые, держали форму, и мы как бы этим процессом задаем направление подъема теста, чтобы тесто не расплывалось, а поднималось вверх.
Округляем и формуем все оставшиеся кусочки теста тем же самым образом, и затем я все подготовленные шарики выкладываю на слегка припыленную поверхность. Это у меня стол, и сверху я накрываю пленкой и оставляю шарики полежать минут 15-20 для того, чтобы расслабилась клейковина. Если шарики сразу начать раскатывать, то тесто будет поджиматься и скукоживаться, его будет очень сложно раскатывать. А как только клейковина расслабилась и отдохнула, то тесто раскатывается как пластилин. Буквально 2 движения скалкой и тесто готово. Толщина этого теста примерно около 3 мм. Теперь каждый кружочек нужно будет скатать в рулетик. Немного подкатываю, прижимаю края теста к основному тесту, потом снова подкатываю, снова прижимаю и снова подкатываю и снова прижимаю. Ну и края теста часто бывают неровными, поэтому мы их подтягиваем и выравниваем по нашей заготовке так, чтобы толщина заготовки была одинаковая со всех сторон. И подщипываем края. И как вы видите, форма здесь самая простая, базовая. Защипываем снова все края, переворачиваем швом вниз и немножко надо подкатать заготовочку и округлить ее со всех сторон. В этот момент можно выровнять со всех сторон, еще раз пройтись, посмотреть толщину и длину. И заготовка получается примерно размером с ладонь. У меня небольшая ладонь, у меня достаточно маленькие руки, поэтому вот примерно с небольшую ладонь. Повторяем все то же самое с оставшимися кусочками теста. Здесь я немного припыляю уже чуть-чуть муки, на стол много сыпать не надо. И этого достаточно для того, чтобы тесто не прилипало. Заготовки все я выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. У меня пергаментная бумага не прилипает, поэтому я ее ничем никогда не смазываю. Если у вас прилипает, то ее нужно будет смазать растительным маслом. Заготовки я выкладываю на достаточно большом расстоянии друг от друга и накрываю сейчас пленкой и даем им расстояться. Расстояться они должны до увеличения в объеме примерно в 1,5 раза. И пока булочки растаиваются у меня в тепле, подготовим чесночное масло. Для этого нам понадобится сливочное масло, очень мягкое, здесь у меня 40 грамм. Сюда же я добавляю четверть чайной ложки соли и немного меда. Меда здесь у меня 1 чайная ложечка. Также сюда мы добавим немного чеснока и зелень. У меня 2 крупных зубчика и буквально маленький пучок петрушки. Здесь по вкусу хорошо подходит либо зеленый лук, если есть тонкий маленький зеленый лучок свежий, либо петрушка, либо укроп. В принципе, можно использовать замороженную зелень или сухую, если совсем нет свежей. И все это вместе перемешиваем до полного объединения ингредиентов до тех пор, пока масса не станет мягкой и податливой. Вот такая масса у меня получилась, она хорошо объединилась и перемешалась. Теперь нужно ее переложить в пакетик. Я для этого взяла маленький пакет. Всю массу перекладываю в пакет, чашку убираю в сторону и масло сгоняю все в угол. Потом отрежу кончик и буду украшать булочки, пока отставляю в сторону. Булочки мне за это время постояли и поднялись. Они поднялись в 1,5 раза, сильно им растаиваться не даем на этом этапе. Сверху я их слегка присыплю мукой, потому что я дальше буду делать разрез. А разрез по мягкому тесту сделать очень сложно, потому что тесто тянется. Поэтому мука, небольшое количество сверху необходимо. И надрезаем булочки прямо в середине лезвием. Можно это сделать, конечно, и ножом, если у вас нож очень-очень-очень острый. И чтобы разрез не заплыл во время выпечки, он должен быть достаточно глубоким. Я делаю примерно полсантиметра. Я отрезала кончик у пакета и теперь будем выкладывать в масло в эти надрезы. Получилось у меня отверстие на пакете примерно около 1 сантиметра в диаметре. Масло выкладываю я ровным слоем и легким нажатием совершенно на пакет масло хорошо выкладывается и распределяется по всем булочкам. Булочки готовы и отправляем их в духовку. Духовка у меня была заранее разогрета до 200 градусов по Цельсию или 392 по Фаренгейту. И булочки у меня выпекались примерно 15-20 минут. Булочки должны стать буквально чуть-чуть золотистыми сверху. Сильно их доводить до темного цвета коричневого не нужно, иначе они пересохнут. Посмотрите, какие ароматные и большие булочки получились. В общем, как только эти булочки у меня готовы, все начинают сбегаться на кухню на аромат и сумасшедший просто запах этого чеснока, насыщенный, приятный. Эти булочки просто очень ароматные, у них очень приятный вкус с небольшим намеком на сладость от меда. Внутри они очень-очень мягкие, а по краю у них легкая хрустящая корочка. Внутри у них очень мягкий, мелкопористый мякиш, он тягучий мякиш, именно как у хлеба. Очень приятно такую булочку кушать с горячим борщом.
Чесночные булочки особенно хороши в горячем виде, либо в теплом виде. Но если они у вас остались на второй день, у нас такого обычно не бывает, но если вдруг так случилось, что у вас они остались на второй день, то они особо хороши именно в теплом виде. Подогрейте их просто в микроволновке или в духовке, и они будут снова как свежие. И как обычно, если у вас остались какие-то вопросы, на все вопросы я отвечаю в комментариях.